Привет, меня зовут Татьяна. В данном видео я покажу, как сшить такой сарафан для куколки Паула Рейна. Для пошива подобного платья нам понадобится швейная машина с нитками, кукла для примерки, основная ткань, фатин, а также булавки и иголки, застежка-липучка, метр, нитка-резинка, капроновая нитка, бисер, линейка, ножницы и карандаш. Измеряем обхват куклы под руками. У меня это 16 сантиметров. К полученной цифре добавляем 2 сантиметра и отмечаем ее на выглаженной ткани. Было 16, добавляем 2, получается 18 сантиметров. Вот отсюда до сюда. 18 сантиметров. Ставлю отметочку. Принимаю решение, какой длины верх платья я хочу. У меня он будет где-то вот такой, 2,5 сантиметра. К полученной цифре 2,5 сантиметра добавляю 1 сантиметр и делаю отметку от той, что я уже делала, вверх. 3,5 сантиметра. Вот здесь. И от этого края 3,5 сантиметра. Дальше я отмечаю середину этого отрезка. 18 сантиметров разделить на 2, это будет 9. Здесь у меня середина отрезка. Отмечаю. Определяя, на какой ширине будут находиться верхние точки лифа. У меня они будут где-то вот здесь. 4 сантиметра. Получившиеся 4 сантиметра я делю на 2. И отмечаю от вот этой точки. Здесь 2 сантиметра и здесь 2 сантиметра. Определяюсь, на какой высоте я хочу сделать верхние точки лифа. Думаю, что они будут у меня на высоте 2 сантиметра. Поднимаюсь от вот этих двух намеченных точек вверх на 2 сантиметра. Раз. И 2. Теперь эти точки нужно соединить вот так. Вот здесь расстояние у нас по 2 сантиметра. От этой точки можно сделать отступ еще 2 сантиметра, а можно сделать чуть-чуть меньше. Я сделаю 1,5. Это место, которое будет проходить у куклы вот здесь. Поэтому я хочу сделать чуть-чуть меньше, чтобы платье не заползало под мышку. Отмечаю 1,5 сантиметра здесь и 1,5 сантиметра здесь. Теперь вот эти точки тоже надо соединить. Раз. Два. После этого соединяем прямой. Раз. Сложенную вдвое ткань скрепите булавками и верхнюю часть прострочите на швейной машине. Вот я прострочила, теперь надо вырезать. После того, как вы вырезали, надо срезать вот здесь вот верхушки. Раз, два. И в этих местах сделать надрезы. Надрез вот здесь,
и здесь. Сделать это надо аккуратно, впритык к шву, но не задеть шов. Теперь давайте определяться, какой длины мы хотим низ платья. Верх у нас был 2,5 сантиметра. Вот отмеряем и держим пальцем. И вот начиная отсюда я определяю, какой длины у меня будет юбка. У меня она будет 7 сантиметров. Вы можете сделать длиннее, короче, как вам кажется красивым. К 7 сантиметрам добавляем еще 2. Это будут наши припуски на швы. И отмечаем здесь 9, у нас получается 9 сантиметров. Как вы помните, этот отрезок у нас составлял 18 сантиметров. Нам 18 надо умножить на 3. У меня это будет 54. И 54 сантиметра отмечаем от вот этой точки. Это будет достаточно длинное полотно, это будет пышнота нашей юбки. Если у вас не хватает ткани, можно сделать меньше. Можно 18 умножить на 2. Тогда юбка будет просто менее пышной, но в этом будет своя прелесть. После того, как вы отмерили 54 сантиметра на ткани, этот кусок надо вырезать. Вот я вырезала прямоугольник. И такой же надо вырезать из фатина. Готово. Теперь один край основной ткани надо подвернуть и прострочить на швейной машине. После того, как вы прострочили один край ткани, складываем ее вместе с фатином. Вот таким образом. Скрепите булавками. После того, как вы скрепили две детали платья, сделайте строчку с трикотажной ниткой. Строчку начинать надо вот здесь. Сделайте отступ где-то на 1 сантиметр. И закончить ее тоже надо где-то, не дойдя до конца 1 сантиметр. Вот я прострочила трикотажной ниткой. После этого булавки можно устранить. Находим концы трикотажной нитки с одной стороны юбки и с другой. Подтягиваем их, формируя складки, расправляем, чтобы они были равномерными. Длина вот этой вот стороны должна совпадать с вот этой. Это наша юбка, которую мы будем пришивать к низу топа. Когда вы сформировали складки, надо прогладить вот здесь вот утюжком. Край юбки согните на полсантиметра вместе с фатином. Согните на полсантиметра и приметайте вручную с одной стороны и с другой стороны. Точно то же действие надо сделать. Вот я приметала, у меня выглядит вот так. И с другой стороны аналогично. Теперь возьмите верх вашего платья, одну сторону согните тоже где-то на полсантиметра и приметайте вручную. У меня выглядит вот так. После этого возьмите топ, раскройте его, приложите к краю низ и приметайте вручную юбку. Вот так приметайте. Приметала. У меня это выглядит вот так. С другой стороны выглядит вот так.
То, что здесь ткань стянута, ничего страшного, мы потом эту резинку устраним и будет смотреться вот так вот. Проверьте обязательно, не торчат ли у вас вот такие вот кусочки. Если торчат, надо вернуться на эту сторону, вытащить их. Вот здесь, видите, вытащить их и пришить снова. Потому что здесь выглядит все красиво, а с этой стороны, вот, видите, это будет смотреться нехорошо. Обратите на это внимание, это важно. Я вернула на место вот эти торчащие кусочки, что я вам показывала, и просто пришпилила их булавками. Теперь это все надо прострочить на швейной машине. Прострочила. После этого шов, которым вы сшивали вручную, можно убрать. И резинку тоже можно убрать. Потом нам нужно пристрочить вот здесь, с этой стороны и с этой стороны. Теперь платье можно вывернуть. В местах, где это сложно сделать, протолкните палочкой для суши. Заправьте капроновую нитку в иголку и на конце сделайте очень прочный большой узел, надежный, чтобы он не прорвался через ткань. Теперь берем наше платье и раскрываем его вот так, просаживаем иголку. Постарайтесь попасть прямо по центру. Когда мы продели нитку, оставляем хвостик и отрезаем. Длина приблизительная, где-то сантиметров 10, у кого как получится. Проделываем точно ту же манипуляцию со вторым. Настало время первой примерки. Прислоните платье к кукле, поверните спинкой к себе и определите длину бретельки. Я люблю, чтобы бретелька была не здесь, а ближе к застежке. Таким образом она не будет спадать с плечиков куклы. У меня бретелька будет где-то такой длины. Надо отметить либо маркером цветным, либо карандашиком длину бретельки. Со второй бретелькой этого делать не надо. До той длины, которую мы отметили цветным карандашом, нанизываем на бретельку бусины. Теперь надо продеть нитку в платье возле края. Дальше нитку надо очень плотно закрепить. Вот что мы имеем. С другой бретелькой поступаем точно так же. Нанизываем точно такое же количество бисера и потом закрепляем ее здесь. Когда бретели готовы, переверните платье. Эта часть у нас сама естественным образом подворачивается еще раз. Это правильно, так и должно быть. Теперь сколите булавками две части платья. Обратите внимание, чтобы вот этот вот шов у вас смотрелся ровно, чтобы он не съехал вот так или вот так. Все должно быть ровно. Сколите до конца булавками, а потом место надо будет прострочить на швейной машине. Шов должен проходить вот здесь. Теперь надо прострочить отсюда до сюда. И с другой стороны точно так же.
Готово. Я прострочила эти края. Теперь осталось отрезать застежку-липучку нужной длины и пришить к платью. Если посмотреть на платье сзади, то к левой части я пришила шершавую часть липучки. Надо сделать так, чтобы та нитка, которая идет по липучке, была белого цвета, а та нить, которая идет по платью, была в тон ткани. Далее, после этого, я приклеиваю липучку и лишнее отрезаю. Этот кусочек нам не нужен, а вот этот кусочек нужно пришить с внутренней стороны платья. Наконец-то платье готово. Можно делать примерку. Очень надеюсь, что мой мастер-класс вам понравился, был легким и доступным. И спасибо за внимание.